Привет, друзья! Красивый весенний день, и у меня отличные новости. На этой неделе я стал отцом. В первый раз у меня родился сын. Сейчас я поеду в роддом забирать малыша и мать-красавицу. Раньше, когда я покупал машины, я никогда не думал о том, есть там ISOFIX или нет. Но сейчас, конечно, вопрос кардинально изменился. И, главный вопрос дня, а есть ли вообще на Гелендвагене крепление ISOFIX, чтобы устанавливать сюда детское кресло. И если вот так посмотреть, может остаться впечатление, что его нету, потому что на современных машинах мы привыкли уже, что он обычно вот так изящно сделан, с крышкой, все тут красиво, подогнано. Но если посмотреть на Гелендваген, то, тут вообще такое чувство, как будто бы его нет. Хотя, хорошие новости, оно, конечно же, тут есть, начиная с 2006 года. Итак, переберемся в эпоху середины нулевых. 2005 год, и именно так выглядел YouTube в это время. Помните ли вы YouTube таким? Напишите в комментариях, когда стали пользоваться YouTube вы. Ну а в 2005 году, 26 лет после выхода первого Гелендвагена с конвейера, фанаты легендарного внедорожника повисли в ожидании. Продолжит ли Daimler Chrysler контракт с заводом Magna Steyr в австрийском Граце по производству мерседесов класса G? Годом ранее Мерседесу уже пришлось модернизировать бензиновые V8 в моделях G500 и G55, чтобы привести их в соответствие с экологическими нормами Евро-4. А чем дальше, тем сложнее. Есть ли вообще какая-либо экономическая выгода продолжать производство морально устаревшей, но культовой техники? Станет ли этот год последним для уникальных внедорожников ручной сборки? Компания тщательно обдумывала, возможно ли вообще сохранить соответствие уникальному автомобилю после всех изменений в условиях регистрации, например, в отношении защиты пешеходов или выбросов выхлопных газов и так далее. Но, наконец, уже в последнем квартале 2005 года, 11 ноября, концерн Daimler Chrysler делает долгожданное заявление. Наша группа авто Mercedes-Benz продолжит производство G-класса на заводе Magna Steyr. Директор завода Манфред Реммел отмечает в своем интервью: решение продолжить производство G-класса не только экономически уместно, но и очень значимо в историческом плане. Конечно, принятию такого решения в значительной степени способствовал тот факт, что G-класс продолжал пользоваться огромной популярностью во всем мире. В результате с 2006 года упор ставится теперь на модернизацию G-класса. В первую очередь большие изменения коснулись любителей дизельных моторов. На смену старым добрым дизельным G270 CDI и G400 приходит G320, модель с новейшим на то время дизельным двигателем на 224 лошадиных сил и сажевым фильтром для соответствия строгим новым ограничениям на выбросы, установленным в стандарте Евро-4. Двигатель теперь сочетается с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач 7G Tronic. Ну а кузовы Гелендвагенов стали покрывать более стойкой к коррозии нанотехнологичной краской. Фары Big Xenon вошли в базовую комплектацию, а противотуманные фары получили функцию освещения поворотов. Ну а наш любимый G55 AMG становится еще мощнее. Теперь он был заряжен на все 500 лошадей. Ну а что касается темы сегодняшнего выпуска, в 2006 году G-класс становится семейным автомобилем. На всех моделях появляется ISOFIX крепление для детских кресел. Так что, дорогие друзья, если вы рассматриваете покупку Гелендвагена и у вас намечается пополнение в семье или уже есть маленькие дети, обратите внимание на эту важную деталь. Если хотите иметь ISOFIX на машине, выбирайте тачки с 2006 года. Я проверил эту информацию, и на крупнейшем портале по автопродажам в Германии Mobile.de 99% из продающихся Гелендвагенов до 2005 года выпуска не имеют ISOFIX. Можете и сами это проверить. А как вы думаете, в чем тайна остального 1% геликов? Но если все-таки выбор пал на Гелендваген до 2006 года, тоже не переживайте. В описании видео я оставил коды запчастей на части рамы задних сидений с поколения после 2006 года, которые можно вживить в диван гелика старого образца. Но поскольку ISOFIX на Гелендвагене очень прост, раму кресел можно легко доработать, и это будет дешевле. Любой сварщик и мастер по металлу справится с этой задачей. Оно тут, точно так же, как и вся машина, реализовано довольно брутально. Это просто нужно сюда так залезть, и здесь будет просто такой вот металлический штык.
Но самое главное, то, что он есть, как бы он ни выглядел. Я думаю, что даже это круто, что его не видно. В общем, любви, здоровья всем. Заводите детей, любите свои семьи. А я поехал в роддом. Удачи всем. Como Marina? No show. Ciao, Devo. Come si smusa il pane tarato di questo? Ciao. Сегодня на сувенира, когда сюда. Собака делает вид, что его не видит. Ну а тем временем мы с сыном занимаемся переделкой салона. Нам пришли уже все запчасти, которые нам не доставали для нашего проекта. И это значит, что уже в следующей серии, когда мы со всем этим разберемся, мы перейдем к практическим действиям и будем уже углубляться в тему переделки салона в 2017 год. Поэтому до встречи, а мы приступим тут к делу. Если вам нравится контент, ставьте лайк и подписку на канал. Тогда мои видео будут в рекомендациях у людей с такими же интересами, как и у вас. Как вы могли видеть, для сегодняшнего выпуска я покопался немного в исторических архивах, и я просто не могу не закончить этот выпуск нарезкой кадров, которые не оставят равнодушным ни одного любителя Гелендвагенов. Приятного просмотра, приятного ностальгирования и до скорых встреч!